Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно приветствую в этом видео я тех, кто родился под знаком зодиака Близнецы, потому что этот прогноз будет для них. Близится месяц сентябрь, и давайте посмотрим, что же он готовит уважаемым близнецам. Дорогие близнецы, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. Мы рассмотрим общую атмосферу сентября, сферу работы, финансов, личную жизнь и совет предостережения. Будет одна общая позиция для всех, выбирать ничего не нужно. И начиная с общего настроения, с общей атмосферы, давайте посмотрим, что же готовит сентябрь близнецам. Луна, много загадок. Настроение такое, знаете, вот весьма нестабильное. Много будет финансовых моментов актуально. Но, вы знаете, вот все, что будет происходить, для вас будет очень на пользу, очень во благо. И будет как будто открывать вам двери вот во что-то новое, перспективное, продуктивное. Двери в новый заработок, в новый вид заработка, в новый вид дохода. Но здесь, знаете, вот прежде чем сделать шаг навстречу вот этим вот новым каким-то возможностям, вы будете сомневаться. У вас может меняться настроение. Опять же, меняться настроение может на фоне вот тех же самых финансов, самых таких обычных, самых таких банальных. Но, тем не менее, все, что готовит вам сентябрь, принесет вам только пользу. Будет много полезной информации, но информация, она больше, знаете, будет несколько позже, либо к концу сентября, либо уже в октябре. И эта информация может нести вам новые какие-то знакомства, полезные разговоры, диалоги, которые в дальнейшем поймете, что будут вам очень полезны и ценны. Давайте посмотрим работу. Все-таки здесь начало такое очень многообещающее. Да, в работе прям вот развитие. И, судя по всему, сентябрь – это тот месяц, когда у близнецов будет работа кипеть. Будет много ограничений, вот поэтому здесь сомнения. И здесь будете как будто сомневаться, а нужно ли мне на самом деле идти вперед. Обязательно нужно, потому что те трудности, которые будут возникать, они совершенно не тупиковые. Это те трудности, которые можно и нужно преодолеть. И преодолев те самые сложности, какие-то ограничения, вы войдете, карта сад и девятка пентаклей – это очень такие синонимичные карты. Они говорят о комфорте, о благополучии, в первую очередь материальном, финансовом, об эмоциональном благополучии, эмоциональном комфорте. И здесь все будет хорошо. Во-первых, здесь, как знаете, новые двери для вас откроются действительно во что-то такое стоящее. Для кого-то это новый проект, для кого-то новое совершенно место работы. Но здесь развитие, вы на месте не стоите. Единственное, без труда не вытащишь рыбку из пруда, да, то есть будут моменты ограничений, но вы их, судя по всему, преодолеете. И опираться вы будете на то, что уже вам хорошо знакомо. То есть здесь как продолжение пути, либо опора на тех людей, которым вы доверяете, на которых вы можете полагаться в каких-то своих делах, в каких-то своих планах. И здесь все хорошо, естественно. Вот в целом у вас август – это месяц развития. Развития вот именно… Ой, август, сентябрь. Сентябрь – это месяц развития в профессиональной сфере, вот именно в трудовой деятельности. А что с финансами? Что с финансами? Так, ну здесь как потопаешь, так и полопаешь. Во-первых, изначально здесь доход есть всегда. Но если вы поднатужитесь, если вы постараетесь, то вы заработаете больше. Расходы есть на удовольствие, расходы есть на что-то такое, что, в чем вы не хотели бы себе отказывать, что вам поднимает настроение, что вас приводит в состояние вдохновения. Но именно сентябрь, он открывает вам двери в те перемены, которые для вас будут очень такими важными, которые создадут для вас фактически новую реальность, да, то есть новое благополучие, еще более такое приятное, перспективное, чем вы имеете сейчас. Но нужно сказать, что для того, чтобы обрести вот это финансовое благополучие в своей
такой вот во всей красе. Здесь нужно будет потрудиться, нужно будет попотеть, потому что десятка жезлов — это прям преодоление трудностей. Посмотрите, она прям под 8 мечей. Ограничения нужно преодолеть, причем попотеть, с трудом преодолеть. И тогда король мечей — это, как правило, справедливость. Это, как правило, то, что вы получите по результатам ваших трудов, то есть по заслугам вы получите. Будете работать хорошо, будете стараться хорошо, ну и, собственно, и получите хороший результат. Плюс здесь вот эта карта «Страшный суд», она предполагает перемены, которые, ну, как я уже сказала, откроют вам двери в какую-то новую реальность, да, благополучную, благоприятную для вас. Что в личной жизни? Давайте посмотрим у близнецов. Так. Смотрите, но для тех, кто ждет новое знакомство, я здесь знакомств не вижу. И личная жизнь — это не та глава, которая будет у вас в центре внимания в сентябре. Уважаемые близнецы, здесь смотрите, какая ситуация. Либо же у вас взаимодействие с партнером, с тем человеком, который есть рядом с вами, идет на почве совместной какой-то деятельности. Вы коллеги, вы друг другу как-то оказываете, может быть, помощь, либо услугу. И ввиду определенных обстоятельств есть момент, когда вы как будто закрыты друг для друга. Двойка мечей — это состояние тупика, паузы, это состояние разных каких-то вот видений, взглядов на ситуацию. Но, опять же, у кого-то на почве совместной деятельности, у кого-то на почве взаимопомощи здесь вот этот тупик, он будет преодолен. Для тех, у кого вы не связаны со своим потенциальным партнером или своим настоящим партнером, вот именно какой-то совместной деятельностью, здесь, знаете, просто ситуация, в которой вы по-разному смотрите на все, что между вами происходит. И из-за этого есть момент непонимания. Но, опять же, повторюсь, и в той, и в другой ситуации вы как будто бы совершаете определенный прорыв. Совершаете определенный прорыв и справляетесь с теми трудностями, которые становятся на вашем пути вот именно в сфере личной жизни. Давайте посмотрим, как лучше здесь действовать, вот в этом тупике, что может вам помочь. Потому что, судя по всему, здесь свобода выбора. Здесь самое главное не действовать ультимативно. Важно понимать, что всегда есть выход из той ситуации, которая вас не устраивает в полной мере. И важно двигаться вперед, потому что и 8 жезлов, и 6 мечей — это могут быть какие-то совместные поездки, дороги. Это может быть стремление к каким-то общим целям. Но здесь важно не торопиться и важно преодолевать вот эти возникающие трудности с позиции такой вот мягкой силы, когда вы не диктатор, когда вы не ультиматумами стараетесь чего-то достичь, а именно будучи терпеливым партнером, именно будучи тем партнером, который уважает точку зрения своего спутника, своего потенциального спутника. Но здесь трудности вы, собственно, преодолеете. Давайте посмотрим, к чему стоит стремиться. Да, еще нужно отметить, что карта сила, она обычно говорит о сильных таких чувствах, о сильном притяжении друг к другу. Но здесь не в полной мере представляется возможным все это как-то вот выразить. Здесь кубков совершенно немного, не хватает романтики. Причем романтики, повторюсь, может не хватать на почве того, что либо ваши отношения еще не дошли до определенного уровня, либо же здесь, если вы уже в стабильных отношениях, здесь разные противоположные взгляды на эту ситуацию. И вот именно преодолев вот эти вот сложности, у вас появится возможность романтику и стабильность привнести, добавить и усовершенствовать в ваших отношениях. Итак, к чему стремиться? Во-первых, слушать себя, слушать свои чувства. Эмпатия — это то, ну, конечно, эмпатия, эмоциональность, чувственность — это то, что вам очень-очень пригодится. Причем абсолютно во всех сферах жизни, вот именно в сентябре. Важно стремиться к стабильности. Причем к стабильности вы идете благодаря женской энергии, кубковой энергии.
это мягкость, это эмпатия, это умение слушать себя, свой внутренний голос, свою интуицию. Ну и, конечно, здесь умение ждать. Семерка пентаклей – это терпение, умение быть терпеливой, потому что здесь действительно раньше времени каких-то шагов делать не стоит. Здесь важно вот именно подождать определенного момента, когда все будет кстати. Вот говорят, ложка дорога к обеду, вот чтобы было все вовремя. А чего остерегаться? Чего остерегаться близнецам? Десятка кубков, четверка жезлов. Знаете, здесь семейные карты идут. Вообще карты очень положительные, но десятка кубков, четверка жезлов – это может быть влияние семьи. И посмотрите, паж жезлов. Во-первых, если вы в семейных отношениях состоите со своим партнером потенциальным, то здесь важно просто очень аккуратно, очень четко, очень прям буквально на цыпочках решать вот эти все семейные вопросы. Также посмотрите, десятка кубков, четверка жезлов – это может быть ваш родительский дом, это могут быть родственники, близкие, дорогие, любимые. Но вы под их влиянием можете занимать позицию ребенка. И вот здесь стоит избегать вот этого влияния. Вообще карты, карты хорошие, карты неплохие, карты семьи здесь идут в предостережении. Они, с одной стороны, говорят о том, что, в принципе-то, бояться нечего. Все хорошо, семья рядом, семья с вами, рядом близкие люди. Но важно избегать таких ситуаций, когда вы под влиянием тех же самых близких людей, которые желают вам добра, становитесь в позицию ребенка и не можете, и не в состоянии как-то вот принять решение самостоятельно, не в состоянии как-то вот сделать какой-то шаг. Плюс смотрите, десятка пентаклей. Опять же, хорошая карта, карта семьи, карта близких людей, благополучия, но очень часто она указывает на меркантильных людей рядом. И вот здесь стоит избегать меркантильности тех, кто вас окружает. Потому что у нас, посмотрите, у нас даже мыши в сигнификаторах. Здесь поступки близких ваших людей, поступки ваших партнеров, тех вообще, кто вас окружает, они могут быть продиктованы завистью и корыстью. И вот в этот момент важно руководствоваться своим внутренним голосом, своей, в первую очередь, интуицией. Здесь даже больше не здравый смысл, а вот именно интуиция. И избегать той позиции, когда вы под влиянием даже тех же самых близких людей становитесь в позицию ребенка, который покорно принимает сторону, не сторону, а мнение, с которым он не согласен и не может ему противостоять. Но в целом нужно сказать, что сентябрь будет очень благоприятным месяцем для близнецов. Важно здесь избавиться от разного рода сомнений и полагаться на свой внутренний голос, на свою интуицию, потому что именно в сентябре вам откроются те возможности, которые будут для вас очень такими полезными и благополучными, благоприятными, особенно в отношении того, что будет в вашей жизни дальше, в дальнейших месяцах, в октябре и что у нас там, ноябрь, декабрь, но пока вот так, пока вот сентябрь обещает нам такие события. Я благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. Благодарю за ваши подписки, лайки, комментарии. До встречи с вами в новых видео.